Масштабный митинг на Киевском Майдане Незалежности. РФ стягивает силы под Донецком, а Казахстан вводит ограничения для Узбекистана. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости к этому часу. В Германии ищут сотрудников, которые готовы полностью отдаться работе, а завершение войны в Украине может нанести серьезный удар по странам Восточной Европы. Почему? Первые сутки без ТикТока. Как новый запрет США оставил без соцсети более 170 миллионов человек? Будет ли бунт блогеров? И о чем на фоне этих событий уже заявили в РФ? Россия перебрасывает свежие силы в Донецкую область, а до границ с той областью, где ранее не было войск Путина, остается всего 5 километров. Что происходит? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Российские войска накапливают силы для наступления к западу от Покровска, новой цели оккупантов Донецкой области. Этот населенный пункт они хотят окружить. Об этом пишут аналитики Американского института изучения войны. В их отчете говорится, что российская центральная группировка сил, похоже, собрала ударную группу, состоящую из подразделений 2-й и 41-й общевойсковых армий. Решение российского командования создать ударную группу из подразделений 2-й и 41-й ОВА к югу от Покровска указывает на то, что российские силы меняют приоритеты и тактические задачи на Покровском направлении для создания условий для более выгодных путей наступления ближе к непосредственным флангам города. Согласно картам украинского мониторингового канала Deep State, который ежедневно следит за изменениями на линии фронта и указывает на реальное положение дел, российская армия остается всего 5 километров до границы с Днепропетровской областью. Это участок между населенными пунктами Молодецкая и Удачная. Напомню, накануне в ВСУ заявили, что в самом Покровске нет российских войск, а информация об их присутствии там – фейк. Ранее команда Нехта рассказывала, что осинт-аналитики и военные эксперты считают, что Россия могла изменить стратегию и сейчас не хочет заходить напрямую в Покровск, а пытается его окружить. Кроме того, может вообще изменить свой маршрут и пойти на город Павлоград в Днепропетровской области. Протест в центре Киева. На Майдан Незалежности вышло более 1000 украинцев. Это семьи военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести, либо же находятся в плену РФ. Акция прошла под лозунгом «Наши еще не дома». Люди пытаются получить ответы на вопросы, какова судьба родных, не вернувшихся с фронта. Эти вопросы адресовали в том числе военно-политическому руководству Украины. Дети украинских военных были с плакатами с надписью «Хочу держать отца за руку», а не этот плакат. Были и другие надписи, например, «Мы дождемся», «Без вести пропавшие не 200-е», «Я тебя жду», «Я тебя ищу», «Найдите пропавших без вести, верните из плена» и «Боремся за них так, как они боролись за нас». Мовчання, тиша, побратими, ніхто нічого не говорить, так само, як мовчить і командування. Тіла немає ж доказів, що просто сказали, вистріл в голову, і це не точно. Напомню, что в Украине пропавшими без вести при особых обстоятельствах считаются 60 тысяч человек. Такая статистика была по состоянию на конец 2024 года. Предложение Зеленского остается в силе. Украинский президент буквально неделю назад предложил Ким Чен Ыну обмен пленными. Украина отдает северокорейцев Пхеньяну, а Ким должен содействовать возвращению украинских военных из российского плена. Издание The Times тем временем пишет, что тысячи северокорейцев уже были ранены или убиты на линии фронта. Для других же такое путешествие в РФ и украинский плен – это как выйти из машины времени, уточняют специалисты по КНДР. Они считают, что солдаты, которых взяли в плен в ВСУ и совсем недавно показал миру Зеленский, скорее всего, не знают своих прав как военнопленных. Им могли делать свои заявления, опасаясь, что любой неправильный ответ приведет к пыткам или смерти. Кроме того, вероятно, что КНДРовцы напуганы, сбиты с толку и оказались перед невозможным выбором. Ведь теперь могут переживать и за судьбу своих родных, с которыми может расправиться режим Ына. Тем не менее, украинские военные отмечают, что солдаты Ким Чен Ына довольно активны в Курской области, идут на штурмы позиций ВСУ и с легкостью направляют оружие против украинцев. Но они несут потери, мы видим, что они атакуют мясом, да, то есть они атакуют толпами.
они попадают под кассетные боеприпасы, они попадают под дроны. В то же время, по оценкам, по впечатлениям, это неплохие солдаты. Они достаточно мотивированы, они хотят не ударить грязь лицом перед товарищем Ким Чен Ыном, поскольку он им доверил такую почетную миссию присоединиться к Российской Федерации, значит, в войне против нацистов. Нацистов беру в кавычки, понятное дело. Мы слышали высказывания некоторых официальных лиц Северной Кореи по поводу того, кем они нас считают. Ну, они так именно проникнуты российской пропагандой. Я лишь передаю их мнение. Но, то есть они здесь обучаться собираются, да, то есть, и в этом их главная функция. А россияне бросают их как живой щит, вы правильно говорите, пользуясь их мотивацией и пользуясь, в общем-то, их стремлением атаковать именно таким образом. Если война в Украине закончится, а украинцы начнут массово возвращаться на родину, для стран Восточной Европы это станет ощутимым ударом, в первую очередь по экономике. О негативных сценариях для ЕС после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой пишет Рейтер. Авторы материала уточняют, что более 4 миллионов беженцев из Украины стали огромным экономическим стимулом и успехом для стран Восточной Европы. И во многом благодаря украинцам эти страны достигли невероятных экономических показателей. В преддверии инаугурации Трампа в ЕС теперь говорят, что если граждане Украины уедут домой, то найти новых работников и найти им замену будет непросто. В Центральной и Восточной Европе проживает значительная часть из более чем 4 миллионов 300 тысяч украинцев, которые бежали в ЕС после вторжения России и заняли рабочие места на фоне рекордно низкого уровня безработицы. Их возможное возвращение в Украину после заключения мирного соглашения станет вызовом для региона, несмотря на общий позитивный характер таких событий. Конечно же, европейские аналитики считают, что украинцы, которые уже имеют стабильную работу, комфортные условия жизни и так далее, вряд ли массово начнут возвращаться в Украину из ЕС. Но все же какой-то процент уедет. Знаю, что нас смотрят украинцы, проживающие за границей. Друзья, а какие у вас планы на будущее? Собираетесь ли вы возвращаться на родину, если настанет мир? Напишите об этом в комментариях под видео. Немецкая клиника ищет сотрудников, которые готовы работать так, как люди работали 20 лет назад и которые могли бы наплевать на принцип баланс работа-жизнь. То есть на этот баланс между работой и личной жизнью и фактически целиком и полностью отдать себя трудовым будням. Вакансию, которую разместила клиника донорства спермы, стала причиной бурных обсуждений в Германии. Экономисты утверждают, что немцы стали меньше работать и фактически не хотят напрягаться. В стране при этом проблемы с экономикой. Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, в Европе никто не работает так мало, как немцы. В 2023 году это был 1301 час, что на 76 часов меньше, чем в 2020 году. Эти данные вызывают тревогу у экспертов по рынку труда и, видимо, побудили Мюнхенскую клинику выступить против этой тенденции. В объявлении о поиске сотрудников HR Центра лечения бесплодия уточняют, что хотят заполучить сотрудников из последней аналоговой эпохи, то есть тех, кто во время рабочего дня не сидит в Инстаграме или же ТикТоке, а полностью сосредоточен на работе, уточняет Бильд. Одним немцам такое объявление понравилось, другие раскритиковали, говорят, что такие условия труда не способствуют сохранению здоровья. Директор клиники был удивлен реакцией общества и сказал, что медики Германии не могут позволить себе 3- или 4-дневный рабочий график, иначе немцы окажутся без медпомощи. А готовы ли вы полностью отдать себя работе, забыв о личном времени? Конец эпохи ТикТок в США, возможно, временно, но тем не менее. В Америке вступил в силу закон, согласно которому в стране по соображениям безопасности запрещена работа популярной соцсети. А китайская компания ByteDance, которая владеет соцсетью, отказалась от продажи своей платформы, чтобы избежать этого запрета. Американцы массово жалуются на невозможность зайти в свои аккаунты. Для многих их странички в ТикТоке – источник заработка. Теперь в США говорят, что вся надежда на Трампа. Есть надежда для многих блогеров. Трамп сказал, что он сделает все возможное, чтобы предоставить TikTok 90-дневную отсрочку, и что он будет сидеть рядом с генеральным директором TikTok на инаугурации, или что он будет на инаугурации. Даже генеральный директор TikTok сказал, что они работают с Трампом. Однако мы все равно обеспокоены. Это было эмоциональное испытание, и мы действительно не знаем, кому доверять и во что верить в данный момент. Мы просто хотим, чтобы приложение продолжало существовать.
И нас беспокоит коррупция в Вашингтоне, связанная с лоббированием и тем давлением, которое оказывается. Напомню, в США считают, что китайский ТикТок может собирать личные данные американцев в пользу Пекина и влиять на общественное мнение. Конгресс США призывал создателей продать соцсеть американцам. Адвокаты ТикТок в свое время заявили, что американский запрет станет нарушением свободы слова для более чем 170 миллионов пользователей, которые проживают в Штатах. Тем временем в РФ заговорили о том, что ТикТок нужен россиянам, так как может стать хорошим инструментом формирования смыслов. Использовать соцсеть в интересах Кремля хочет так называемый директор Лиги безопасного интернета Мизулина. Все тренды, мемы, кампании и, к сожалению, фейки появляются изначально именно там. Это очень важная площадка для работы с молодежью и русскоязычной аудиторией во всем мире при правильном подходе. В Казахстане запретили вывозить картофель из республики. Ограничения ввели из-за повышенного спроса со стороны соседних стран, в частности Узбекистана, и как результат из-за роста цен. В правительстве Казахстана заявили, что лишь за последнюю неделю зафиксирован резкий рост цены у производителей со 170 до 270 тенге. Теперь же запрет на экспорт будет действовать в течение 6 месяцев. В Астане считают, что это поможет стабилизировать цены на картофель на внутреннем рынке и уточняют, что ограничительные меры не распространяются на страны, которые являются членами Евразийского экономического союза. Картофель по-прежнему можно экспортировать в Россию, Кыргызстан, Беларусь и Армению, но под наблюдением. На сегодня имеющихся запасов достаточно для полного покрытия внутренней потребности до раннего урожая 2025 года. Запасы по состоянию на 19 января составляют свыше 850 тысяч тонн, без учета запасов в торговых сетях. Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси, который полностью подконтролен Лукашенко, недоволен заявлениями госсекретаря США Блинкена о том, что выборы в республике не могут быть свободными и справедливыми. Игорь Карпенко возмущается, мол, как так? Голосование еще не состоялось, а в США уже догадались, что Лукашенко вновь себя переизберет. Главе ЦИК не нравится, что в Вашингтоне заявили о репрессиях режима, которые и предопределили исход так называемых выборов президента Беларуси. Люди натянули на себя корону, которую им никто не давал, и не давал такого права давать оценки и подвергать легитимности те органы власти, которые избираются в суверенных государствах. Исключительно суверенное право каждой страны проводить свои выборы. О том, кто уже помимо Лукашенко руководит в Беларуси и кто на что положил свой глаз, смотрите в новом выпуске программы «Пробел» под названием «Сын Лукашенко взял власть». Ссылку найдете в описании, либо же на канале Нехта. А юный дирижер уже подтягивает за кулисами нити управления. Коля и руку папину подправит, чтобы тот указ подписал не читая, и галстук завяжет и скажет, что говорить. А в следующем году еще и обращение новогоднее сам запишет. Тестово. С Новым годом! Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.